Мы закончили кроить свитшот и начинаем кроить брюки к нашему спортивному костюму. Я буду кроить прям на ткани. Вам рекомендую, если у вас опыт небольшой, взять лист бумаги длиной на 10 сантиметров длиннее длины ваших брюк предполагаемых. Вот. И на нем сделать чертеж. Возможно, вам захочется потом моделировать эти брюки классические или же на манжете и сделать их уже, шире, интересней, может быть, какие-то вставки будете делать. Рекомендую сделать на листе бумаги. Вот. Для этого нам надо угольник, линейка, ножнички, мелочек, которым будем рисовать. Ну и, соответственно, как и в кофте, наши талмуды, где у нас записаны мерки и формулы, по которым мы будем рассчитывать наш крой. Ну, приступим. У меня ткань уже разложена. С чего мы начнем? Как всегда, начинаем с прямого угла. То есть мы сейчас должны обозначить линию талии. Это будет шаговый срез. Шаговый. От меня будет боковой срез. То есть боковой шов, где у нас будут карманы. Шаговый срез, где у нас будет гульфик. От этого мы исходим и строим нашу выкройку. Значит, строим мы сейчас передние половинки брюк. У меня ткань сложена вдвое, лицом к лицу. То есть у меня сразу получится две половинки брюк. Вот, для этого первое, что мы должны сделать, это построить прямой угол. Этот край у нас служит линией прямой, уже я не провожу ее на ткани, она и так видна. И я сейчас хочу начертить линию талии. Вот произвольно я провела просто горизонтальную линию. От нее мы будем отталкиваться. Линия талии. От линии талии нам нужно построить линию сидения. Вы ее должны были замерить на вашем клиенте, вот, или на себе, сидя на стуле. Для мужчин всегда замеряется линия сидения от линии притачивания пояса. У женщин замеряется от талии, либо от желаемой высоты, если это брюки идут с глубоко спущенной талией. Вот. Что нам для этого нужно? Мерки, соответственно, снять. Мы сняли полуобхват талии, берем полуобхват бедер, высоту сидения, длину изделия. В данном случае расчеты все произведены с припусками на швы. У нас уже готовая выкройка, которую мы вот нарисовали и вырезали. Там уже учтены припуски на швы. Припуски на швы здесь учтены 0,7 сантиметра, то есть 7 миллиметров. Если вам этого недостаточно, вы можете вместо 0,7 добавить сюда по сантиметру. Я это объясню, когда мы будем рисовать ширину нашего сидения, линии сидения. Ширину линии сидения. Сейчас наша задача от линии талии вниз опустить то значение, которое у вас есть, которое вы замерили. Высоту, обозначающую высоту сидения. Значит, в моем случае высота сидения 21 сантиметр. Я и откладываю 21 сантиметр. Провожу горизонтальную линию. Провожу горизонтальную линию. Я думаю, она видна на черном фоне. Вот. И на этой линии, это у нас линия высоты сидения. Подпишу вам. Высота сидения. На этой линии нам нужно отложить ширину этой линии. Ширину наших брюк. Для этого мы используем такую формулу.
ширина передней половинки, мы строим передние половинки брюк по линии сидения. Нам надо полуобхват бедер делим на 2. Полуобхват. Почему делим на 2? Потому что у нас 2 половинки брюк. Полуобхват бедер делим на 2. И плюс прибавка. В моем случае это 6 сантиметров. Для больших размеров, с учетом припусков на швы, я меньше 6 сантиметров не беру. Припуски на швы, а их здесь будет 2. Один шаговый, один боковой. Каждый из них будет 0,7. В сумме это 1,4, но я беру 1,5 сантиметра. Да? Значит, в эти 6 сантиметров входит 1,5 сантиметра. Это припуски на швы. Остальное уходит на свободу облегания. Ищем результат. В моем случае это 35,3. Откладываю по линии высоты сидения 35,3. Вот. У меня эта линия уже вот здесь край обозначен. Потому что у меня дальше ткани нету. Я провела линию, где у меня... Теперь, для того, чтобы нам работать дальше, нам надо эту линию поделить пополам. Это наш центр. Это центр брюк. Если в классических брюках, то по этой линии заглаживаются стрелки. А от этой точки по линии высоты сидения, где мы ширину обозначили, мы должны провести линию вверх, к линии талии. Продлеваем центр донизу. Сначала перед этим мы отложим от линии талии длину изделия, длину предполагаемых брючек. В моем случае это будет, обращаемся к меркам, в моем случае это 101 сантиметр. Провели горизонталь. Центр. Подтягиваем к этой линии нижней. Это низ наших брючек. У меня брюки будут с манжетом. Вот они предполагаются быть с манжетом. Поэтому я на подгибку ничего не оставляю. Я просто от линии низа вычту ширину манжета и плюс добавлю 0,7 припуск на шов, чтобы пришить этот манжет, чтобы длина не пострадала. То есть я срежу от низа не 6 сантиметров, а 5. Потому что мне нужен сантиметр для пришивания манжета. Если у вас брючки прямые, то вы, соответственно, провели горизонталь, обозначили низ брюк. Вам нужно их подшить. Значит, вы должны 4-6 сантиметров опуститься ниже и провести еще одну линию подгиба. Ну, я так приблизительно проведу, чтобы вам наглядно было. Вот. И все, я ею не руководствуюсь, она для моего кроя не подходит. Значит, вот длина моих брюк от талии до низа, до нижней линии. Это будет длина моих брюк, но я буду делать брюки с манжетом. Значит, я манжет отрежу, эта линия мне не нужна, я помечу. Дальше мы должны определить, какой будет ширина нашего банта. То есть это место по центру нашего тела, мужского тела, где будет соединяться талия и уходить под пах. Вот нам надо эту линию высчитать, ширину банта. Высчитывается так. Полуобхват бедер делится на 10 и отнимается 1 сантиметр. Значит, полуобхват бедер разделить на 10 и минус 1.
Значит, здесь получается у меня 4,9. Там 4,85, я округлила до 9. В моем случае это 4,9. Откладываем от шагового шва, а со стороны шагового шва, потому что бант и гульфик у нас будет здесь. А это боковой шов, где будет карман. Значит, откладываю 4,9. Вот моя точка. Вот эта точечка. И проводим вертикаль к линии талии. Есть. Но нам на брюках надо определить еще линию бедра. Как это определяется? То есть вот эта высота сиденья, она у всех разная. Вот это расстояние от талии до высоты сиденья нужно разделить на 3. И эта цифра и будет. У меня 21, значит, у меня 7 сантиметров. И откладываем вверх от линии сидения 7, то значение, которое у вас получилось. В моем случае это 7 сантиметров. Собственно, мы уже можем обозначить наш бант плавной линией, не сильно здесь углубляясь, не надо, потому что потом будут спереди брючки немножко собираться, если вы сильно углубите. На передних половинках это должна быть очень плавная линия. Вот, собственно, наши штанишки уже вырисовываются. А теперь смотрите, ребят. Кто-то любит спортивные брюки, вот просто спортивные брюки. Они здесь зашиты и все. В мужских вариантах, даже в женских. Но я хочу сделать как бы обманный гульфик. Он будет без молнии, но я все-таки хочу его сделать. Поэтому я от этой линии банта отмеряю там 3-4 сантиметра, как вам удобно. Можно отмерить 3 сантиметра. 4. Для обработки ж надо еще обязательно иметь запасик. Вот я отложу 4 сантиметра. Но в процессе пошива все равно будет немножечко корректироваться. Вот эти 4 сантиметра это и будет мой гульфик обманный. Ну и вот как бы чуть ниже линии бедра. Вот так. И скругляем уголочек. Вот, собственно, наш гульфик построен, и линия банта, вот она у нас красивенько легла, не сильно углублена, плавненькая, интересненькая линия. Что касается верха брюк, мы построили. Карманы мы будем делать уже потом, когда мы закончим все штанишки. Значит, дальше нам нужно определить линию колена. Она нам тоже необходима для того, чтобы конструкция была правильной. Значит, от линии бедра, вот где нам теперь важна линия бедра. Вот линия бедра. От линии бедра до низа брюк, без учета подгибки, до линии низа, это расстояние нужно поделить пополам. Понятно, да? От линии бедра, не от линии высоты сидения, а от линии бедра до низа, линии низа брюк, точка N. Делим пополам это расстояние и находим линию колена. Таким образом, проводим горизонталь. Так, переходим к линии низа. Как мы будем высчитывать линию низа? Значит,
есть классическая форма. 24 сантиметра по передней половинке. Это классика, это стандарт. Вот, это если касаемо прямых брюк. У меня брюки будут на манжете, но все равно правила расчета ширин передних и задних половинок я вам представляю, потому что они отличаются. Отличаются они на 2 сантиметра с каждой стороны от центра. Поэтому ширина по линии низа. Есть ширина, которую вы замерили на клиенте или на себе. Та ширина, которая устраивает вас и вашего клиента. Вы ее делите пополам, получаете результат. У вас имеется какой-то результат. Вот у меня 19,5, да? Это просто половина вашего желаемого круга. Но передняя половинка, она всегда уже, чем задняя. Поэтому мы делаем дальше расчет. От полученного числа для передней половинки мы отнимаем 2 сантиметра. И вот наш результат 17,5. Значит, от этой цифры, полученной от желаемой вашей ширины, поделенной на 2, мы отнимаем 2 сантиметра. Это для передней половинки. Отнимаем 2 сантиметра. Получается 17,5 в моем случае. Это общая ширина передней половинки. Но у меня есть и боковой, и шаговый шов, и центр. Значит, 17,5 я делю пополам и в каждую сторону откладываю это число. 8,8 у меня. Вот, таким образом мы обозначили ширину нашей штанины. У меня это 8,8. У вас это другое число, потому что вы выбрали для себя ширину, которая будет устраивать вас. Дальше. Нам надо найденные точки по низу брюк, ширина нашей штанины. Нам надо ее соединить с линией колена. Значит, если мы здесь отложили полученное число 8,8, у вас другая цифра, то по линии колена она будет шире на 1,5-2 сантиметра. Теперь мы объединяем эти точки по линии колена и по линии низа. Объединили. По боковому срезу мы ее продлеваем до линии бедра. Это для мужчин, до линии бедра. Если для женщин, то до линии высоты сидения, потому что у женщин бедра ниже, нежели у мужчин. Поэтому для женщин мы подводим от колена до линии высоты сидения, у мужчин до линии бедра. И дальше продлеваем до линии бедра. Получилась ломаная линия. Тело у нас не квадратное, не угольное, у нас везде должны быть плавные линии. Если вас в процессе, когда мы уже нарисовали всю выкройку, и вы смотрите на нее и думаете, да нет, ну что-то она у меня здесь такая какая-то получилась, некрасивая, сильно будет обтянута и что, то вы берете или лекало, или сами рисуете, в ту или иную сторону делаете корректировку. Мне вот эта линия вот не нравится, она топорная такая. И я смотрю, что брюки большого размера, а здесь на коленке будет сильно узко, это будет смотреться не по-мужски. Я вот возьму и этот угол, да просто вот так вот чуть-чуть добавлю. У меня, видите, здесь 3 миллиметра добавляется, но зато моя линия будет очень красивой. Моя линия будет изящной, красивой, и к ширине добавится здесь 3 миллиметра, и здесь 3 миллиметра уже жить можно. Вот добавили мы до линии бедра, довели эту линию. Здесь тоже мы на бедре немножечко скругляем, потому что у нас бедра не угольные, у нас они гладенькие. Вот мы их нарисовали гладенькими, эти линии. Соответственно, по линии шага мы точно так же доводим объединяем точки по низу брюк и до линии колена. Довели. А теперь от колена до линии высоты сидения, до нашего банта, до края нашего банта.
довели. Вот, смотрим. Боже мой, она тоже опять какая-то угольная, угловатая и все. Значит, мы здесь немножечко расширили наружу. Значит, и здесь мы точно так же сделаем. Мы здесь делаем очень плавненькую, красивенькую линию, которая нам придаст изящные формы такие для брючек, и они хорошо лягут. Вот наша линия, она четко видна, она хорошо ложится и красивая форма брючек. Брюки будут не сильно широкие, но и не будут слишком узкими, где будет большая разница от низа брюк до верха и смотрится как-то не гармонично. Вот. А так у нас будет все, вот наши штанишки вырисовываются очень даже симпатично. Но у нас есть еще участок вот этот, от колена до нашего банта. Как правило, в штанах нет такой прямой линии. Мы должны ее немножечко углубить вот здесь, вот так вот. Сделать ее более плавной, более изогнутой, но не слишком. Это не задняя половинка, где более ярко выраженное такое углубление. Нам не надо здесь вот такое конкретное углубление. Нам здесь легкое, ну совершенно легкое надо. Ну вот, я считаю, что вот этого будет довольно. Ну все, собственно, наши брючки, передние половинки готовы. Наведу поярче, чтобы было вам видно. Вот наши брючки готовы. Причем как удобно, у вас уже брюки, не нужно вам думать, боже мой, там отложить припуски на швы, у вас уже все учтено, вы уже все сделали. Смотрим дальше. В моем варианте подгибка не нужна, поскольку я буду убирать на манжет. А в вашем варианте, если вы будете делать подгибку, непременно вы должны немножечко, буквально 3-4 миллиметра расширить край. Расширить, поскольку здесь у вас ширина шире, нежели здесь. Поэтому ваш край должен быть несколько расширен. И вот ваша подгибка правильная, красивая. И когда вы ее сюда отогнете, она ровно ляжет вот по этим краям. Она не будет, а если вы прямо нарисуете, она будет доходить вот до сюда. Вот так будет доходить. И вам не будет хватать, и у вас здесь присоберутся штаны. В моем случае я делаю манжет. Манжет у меня будет 6 сантиметров, это за глаза для мужских брюк. Им не надо высокие, то есть манжеты. Поэтому я беру 6 сантиметров, да? Смотрите, вот манжет 6 сантиметров. Вот манжет 6 сантиметров. Вот это мой манжет. Но мне же его надо пришить, значит, я по низу должна срезать на сантиметр. На 0,7, у меня швы будут шириной 0,7. Ниже линии отреза вот этого, вот здесь. То есть оставить припуск на шов. И в итоге окончательная линия низа моих брючек будет вот именно вот здесь. Ни в каком другом месте. Вот моя линия низа. Это расстояние, которое даст мне возможность пришить сюда вот манжет. А это мне уже не надо. Это мне уже не интересно. Это интересно место тем, у кого брюки без манжета, а просто имеют классическую форму. Далее, что касается брюк большого размера. Если у вас есть большой животик, да, то и вы хотите брючки на животе, не под животом, а на животе. Для этого необходимо, просто необходимо сделать некоторые корректировки в данной выкройке. Мне они не нужны в моем варианте, но вам я покажу. Что мы делаем? По линии талии мы откладываем на гульфик к шаговому шву 1 сантиметр.
Отложили. Вот, 1 сантиметр. Эту точку мы соединяем с линией бедра. Вот, мы дали ткани на животик. Соответственно, мы здесь добавили сантиметры. Если у нас с гульфиком, то и сюда добавляем сантиметр. И значит, соединяем эту точку вот с этой точкой. С передней половинкой брюк мы закончили. Значит, мы построили переднюю половинку брюк. Пройдемся по ней и обсудим. Мы создали высоту сидения, да, исходя из наших замеров, которые мы сделали. В данном случае штанишки будут под животом, и высота сидения рассчитана так, как сидят удобные брюки для моего клиента. Ему в них удобно, и мы повторяем эту посадку. Если вы делаете по стандартам и замеряете обычную высоту талии, не заниженную, не по тем брюкам. Вообще лучше всего, конечно же, мерить по тем брюкам, в которых пришел заказчик, мужчина. И от линии притачивания пояса, сидя на стуле, ровно сидя на стуле, промерить вот эту высоту от линии притачивания пояса до сидения на стуле. Прямой линией, прям под линеечку вот так поставить и посмотреть, какое это расстояние. И уже здесь на чертеже его отображать. Но если такой возможности нет, и надо использовать принятые правила, то для того, чтобы правильно определить под животом, на животе брючки будут, вот, мы используем такие варианты. Если брюки будут на животе, мы же добавили уже на ширину, да, живота вот здесь по сантиметру. Вот, и вы вот добавили сантиметр и в линию бедра вывели. То есть мы расширили на животик. У кого есть живот, то мы так и оставляем, если брюки будут на животе. Но если клиент говорит, у него есть живот и на животе ему неудобно, он хочет под животом, значит, мы понижаем для этого по линии банта, вот он, где наш гульфик, от линии талии вниз опускаем от 1 до 3 сантиметров в зависимости от размера этого живота, как он нависает, сильно ли он нависает вниз, или он наоборот как-то торчит вверх. Выберите на примерке, но прежде срежьте, не надо сразу резать 3 сантиметра, вот, сделайте сантиметр. А на примерке уже опустите ниже. Но вообще стандарты от 1 до 3 сантиметров идет понижение и плавненькой линией сводится в боковой шов. Плавно-плавно уходим, не сильно понижая по центру брюк. Лучше здесь дойти вот почти ровной линией, вот так вот. Почти ровной, ну здесь чуть-чуть опуститься. А уже к линии банта опускаете на нужный размер, но плавной линией. Вот, это что касается животиков, выпирающих или не выпирающих. У меня нет выпирающего живота, у меня идет прямой. Высота сидения я ничего не понижаю, потому что у меня уже рассчитано так, как брюки будут сидеть удобно. Дальше мы с вами построили высоту сидения, нашли линию бедра, нашли затем линию низа и линию колена, да? Нашли ширину брючины. Вот эту ширину, к этой ширине по низу и с каждой стороны от центра мы добавили по линии колена 1,5-2 сантиметра. Это для крупных размеров, а для маленьких, худеньких довольно 1 сантиметра. Довольно 1 сантиметра это для классических брюк, джинсов и так далее. Но если вы хотите расширить, то вы расширяете на ту ширину, которую предполагается в вашей модели. Если вы хотите заузить, то, соответственно, вы сужаете по линии колена на ту ширину, которую предполагает ваша модель.
И внизу точно так же. Либо это будут прямые брюки, либо это будут бананы, которые идут от колена прямо-прямо, а здесь в складку уходят. Либо это будут, как у меня, они к низу заужены, чтобы на манжет не нависало много ткани. Вот, в коленке есть свобода, а здесь по стандартам. Чем хорошо? Мы закончили, потому что нам не надо никакие припуски на швы. Мы все уже с вами рассчитали и все внесли прямо в этот чертеж. Вырезаю переднюю половинку, раскладываю ткань для задней половинки, и мы с вами снова встречаемся, чтобы не отнимать у вас много времени, а вы могли сразу же смотреть, как мы будем строить чертеж задней половинки, основываясь на нашу уже готовую переднюю. Все линии, которые мы с вами здесь нанесли, они нам послужат для построения задней половинки. Вот я наведу линию колена, она тоже важна, потому что она играет важную роль в построении задней половинки. Все эти линии на чертеже, которые вы строили, оставьте так, чтобы вы могли их пользовать при построении задней половинки, чтобы они были видны, понятны и четкие. Значит, когда мы строили форму штанишек, мы вот здесь, вот от бедра и до колена углубили штанинку, чтобы она красиво легла, скруглили так как бы, чтобы она не была прямой под углом, буквально на 0,5. Здесь плавный уголок на 2 миллиметра тоже скруглили, потому что бедро у нас кругленькое. Соответственно, с этой стороны мы точно так же вот вывели на 0,5, она у нас получилась плавненькая, ровненькая, то есть иначе она была бы вот так. Понимаете, это некрасиво. Мы углубили. Но если мы углубили на передней, мы должны это будем сделать и на задней. Но это все объясним, когда будем ее строить. Все, я вырезаю, делаю паузу, беру паузу и встречаемся с вами, когда я разложу ткань для построения задней половинки. Мои хорошие, я разложила ткань для изготовления выкройки задней половинки. Вот, очень рекомендую, даже если вы делаете выкройку на бумаге, и у вас уже есть передняя половинка бумажная, разместить ее на более широком листе и, отступив от края, вот, ну, хоть бы такое, сейчас я замерю, сколько у меня здесь, 12 сантиметров, 10-15 сантиметров от края. Это зависит от размера штанов, ширины их, потому что брюки, задняя половинка, она шире передней. При крое задней половинки у нас линия от колена до талии уходит в сторону, и мы будем строить диагонали, которые будут уходить вот сюда. Поэтому здесь обязательно должен быть запас. И с двух сторон точно так же. Значит, вот я разложила на ткани переднюю половинку. Раскладываем. Что нам дальше надо? У нас есть вспомогательные линии. Линия талии, линия бедра, линия высоты сидения, линия колена и линия низа. Мы должны сейчас перенести на нашу ткань все эти линии с передней половинки. И очень важно разложить переднюю половинку так, чтобы она была ровно по долевой. Ни в коем случае не перекашивать. Если у вас не хватает ширины ткани, выберите такой участок или скроите наоборот, чтобы поместилась задняя половинка. Если у вас здесь, допустим, не хватает, и ткань позволяет в обратном направлении по цвету, она не меняет никакой рисунок, то, пожалуйста, можете в целях экономии разворачивать, но не нарушая долевую линию. Это очень и очень важно, потому что при носке этих брючек, этих спортивных штанов, если нарушится долевая линия, то вот здесь будет вот так. При ходьбе будет вот так.
Это некрасиво, будет идти перекос. Будет, может, вы видели, когда идут в брюках, а они вот куда-то уходят в сторону, вот некрасиво сидят. Вот это вот несоблюдение долевой нити. Не будем отвлекаться, перенесем все наши вспомогательные линии. Начинаем с линии талии. Все, мы перенесли эти линии. Что следует сделать нам дальше? Значит, поработаем с низом брючек. Для того, чтобы построить заднюю половинку брюк от низа до колена, мы вот тупо добавляем к передней половинке с каждой стороны от центра по 2 сантиметра. Ставим точки. 2 сантиметра здесь, точечка. 2 сантиметра здесь, точечка. Есть, вот наши точки. По линии колена точно так же поступаем. Если вы хотите зауженные брюки, вот, но я, в принципе, так не поступаю. Я заужаю всегда равномерно. Если я хочу заузить брюки, то я заужаю и переднюю, и заднюю половинку. Но в данном случае можно, если хотите зауженные брюки, не сильно такие вот прямые, то здесь можно не 2 сантиметра, а 1. Но я рекомендую 2. Сделали. Давайте мы их объединим. Значит, по линии шага эти точки соединяем под линеечку. Вот как есть. Соединили. Что касается по линии бокового шва, боковой срез, боковой шов, соединяем. Есть. Вот мы оформили нижнюю часть заднего полотнища брюк. Дальше нам нужно узнать, рассчитать ширину задней половинки брюк по бедру. Как мы это делаем? Обращаю ваше внимание. Вот есть такая формулка. Полуобхват бедер разделить на 10. То есть 1/10 полуобхвата бедер это и будет ширина задней брючины по задней половине, по бедрам. Значит, смотрите, раз мы рассчитывали ширину бедра, значит мы на линии бедра, вот линия бедра, не отгибая переднюю половину, от передней половинки, от края передней половинки по линии бедра откладываем 1/10 полуобхвата бедер. В моем случае это 5,9. Есть. Нашли эту точку. Это мы поработали с боковым срезом. Теперь нам надо эту точку соединить с линией колена. С точкой на линии колена. Соединить. И так продлевая до пересечения с линией талии. Вот так вот. Мы соединим. Это наша черновая линия. Почему черновая? Мы вспоминаем, когда мы краили переднюю половинку, мы вот эту часть от бедра до колена немножко углубляли для красивой плавной линии, да? Так давайте поделим пополам. Вот у меня оно занимает 45 сантиметров, да? 22,5. Я приблизительно вот на глаз. И 0,5. Я там углубляла на 0,5 и углублю я здесь. И вот здесь, смотрите, какой у нас угол. Вот прям топорный угол, некрасивый. Он нам такой не нужен. Мы должны его сделать плавненьким, изящным, как наши красивые ножки. Хотя это и мужские ноги, но я думаю, что тоже брючки лягут очень красиво. Вот мы плавненькую линию создали. Это уже наша рабочая линия, по которой мы будем обрезать брючки. Можно навести ее густенько. Вот наша линия. А здесь мы углубляем. Можно просто вот линейкой такие пунктиры провести, а потом красиво сгладить. Вот так вот. И до линии колена, но уже до новой отформатированной нашей линии.
Сделать вот так. Все. И у нас получился приятный такой прогиб здесь небольшой, точно повторяющий нашу фигуру. Ведь у нас от бедер к ножке идет тоже углубление, скажем так. От выпуклости к впуклости. Все, мы нарисовали эту линеечку. Так, на линии бедра, вот она пошла прямо. Посмотрим. Хорошо, довели ее до линии талии. С этим мы закончили. Значит, наша линия рабочая теперь не вот эта, а вот она, жирненьким так наведу. Углубленная, красиво нарисованная фигурная линия. Вот так. Теперь понятно, что мы будем резать по этой линии. Дальше. Нам нужно рассчитать ширину банта по задней половинке брюк. Как мы это делаем? Ширина шага. Значит, мы используем эту формулу. Но вы должны знать, что ширина шага, она всегда будет на 1 сантиметр больше, чем мы отложили по бедру. Всегда. Поэтому мы используем формулу. Полуобхват бедер делим на 10 и прибавляем единицу, поскольку здесь всегда будет шире на 1 сантиметр, чем здесь. И смотрите, у меня получается 6,9, у вас будет своя цифра. От края передней половинки, вот где заканчивается линия высоты сидения и пересекается с линией банта, вот, от этой точки мы должны отложить этот полученный результат. Вот он. Вот моя точечка. Вот. Это мы поработали с шириной задней половинки по этой линии. Дальше наша задача. Мы можем отвернуть наши штанишки, переднюю половинку, и поработать с другими линиями. Нам надо, для того, чтобы в процессе работы у нас все совпадало абсолютно. Вот посмотрите на эту линию. Эта линия практически прямая, а это под наклоном. То есть они не могут быть абсолютно одинаковы, да? Но для того, чтобы достичь результата на задней половинке такого же по высоте, как на передней, нам надо измерить линию от линии высоты сидения до линии талии, вот это расстояние. И точно так же на линии высоты сидения, это высота сидения у нас, это линия бедра, это линия талии. И на задней половинке отложить такое же расстояние. Для этого мы берем сантиметровую ленту, потому что она у нас гибкая. Здесь у нас скругление небольшое. Меряем. 21 сантиметр. Значит, и здесь должно быть ровно 21 сантиметр. Вот, когда вы это меряете, как правило, линия на задней половинке будет ниже на 0,5, бывает 0,7, бывает 0,3, у всех по-разному. Вот теперь наша точка талии на задней половинке. Вот она у нас теперь. Вот это уже не рабочая. Все, вот наша точка по талии. Мы нашли ее. Наша задача теперь по шаговому шву точно так же выровнять, ведь мы будем сшивать эти штанины и заднюю, и переднюю. Вот, сначала мы найденную точку соединим с линией колена, нарисуем наш шаговый шов. С учетом углубления, мы углубляли на передней половинке, значит мы углубим и на задней половинке. Что у нас здесь будет? 39. Ну, я на глаз вот так вот делю.
Просто сейчас мы ее нарисуем красивенько и плавненько. Соединили точку на линии колена и крайнюю точку, которую мы нашли, ширину банта задней половинки. Вот. И сейчас плавненько вот просто соединим, углубляя эту линию. Вот так. Даже на полсантиметра. Ну, больше не надо, чем полсантиметра, как бы. Вот. Здесь, конечно же, мы сглаживаем этот острый угол, он нам не нужен. Мы делаем красивенький, плавненький переход. Вот. И пошли наши штанишки вот сюда. Вот она, наша линия, уже которая будет рабочей. А здесь, ну вот, выйдем на эту линию вот таким образом. Вот так. Вот так. Выровняем. Вот так вот. Вот наши штанишки, собственно, уже вырисовываются. Смотрим, какая красота у нас получается. Здесь немножечко надо подровнять. Мне не понравилось, как-то я скривила эту линию. Вот так, подровняем. Все. Вот наша линия нарисовалась. Она мне все равно не нравится. Давайте подровняем. Вот сюда мне надо вывести ее. Вот так. Вот. Вот теперь это оно. Значит, есть два способа, как определить это расстояние. Первый способ – это тупо замерить на передней половинке вот это расстояние от линии банта до линии низа и такое же отложить на задней. Я обычно использую другой метод. Что я делаю? Я беру, мне так больше нравится, он для меня проще, чем вот это вот мотать эти сантиметровые ленты. Вот у нас линия бедра пересекается у нас с боковым срезом. Вот сюда ставлю линеечку. Упираю линеечку, вот наша передняя половинка, вот наша штанинка, через эту точку. И вот проводите вот такую диагональ. Вот, проводите эту линию. Смотрите, насколько понизился у нас шаговый шов, да? Но его надо выровнять, потому что он понизился. И как вам показать, возьму ножнички для наглядности. Смотрите, вот если провести от нашей точки, которую мы нашли по линии бант, по линии высоты сиденья, да, и провести ровную линию, вот, она будет вот где. А наш край, когда мы выровняли этот срез, получился вот. То есть нам надо продлить вот сюда линию и выровнять. Мы не можем заужать вот это расстояние ни в коем случае. Вот эта точка, видите, где пересекается? Вот. А получилось вот. Значит, просто красиво отсюда ведем новую линию. И теперь вот это не рабочее, а наша вот. Вот она. Вот. Вот. А вот это мы уже не принимаем, оно нам не надо. Вот это наши новые линии мы подровняли к той ширине, которая нас интересует. Все, мы закончили с эксплуатацией передней половинки, она нам не нужна. Мы можем вот еще центр штанов обозначить здесь, и потом сделать надсечки для удобства. Вот. Надсечки по линии колена для удобства шитья можно сделать обязательно, чтобы когда будете собирать штанинки, не было никаких перекосов, нигде не присобралось ничего. По линии бедра или по линии высоты сиденья на передней половинке и на задней половинке себе сделаете. Это все для удобства вашего, когда будете собирать штанишки. Все, переднюю половинку мы отгибаем, она нам уже здесь не нужна. Можно проводить эти линии до конца, можно не проводить, как бы они мне здесь особо не нужны. Вот.
Можно так, вам покажу только и все. А мы сейчас будем работать с бедрами и талией. То есть нам сейчас на задней половинке нужно узнать, рассчитать, какой ширины будет талия, какой ширины будут бедра. Для этого мы должны найти, а где же будут линии эти, талии и бедра. Нам надо просто к боковому срезу, который вот у нас нарисован, мы на него вышли, вот наш боковой срез. Вот боковой срез. Мы знаем, что линия талии у нас уже не вот эта линия, а вот которую мы нашли, когда мы выравнивали все эти вещи, края. И нам надо провести перпендикуляр относительно этой линии. От точки пересечения с линией талии, вот она, наша новая точка, мы относительно нее, где она пересекается с боковым срезом, рисуем нашу линию талии задней половинки. Вот теперь где наша линия талии. Видите? Шла на передней половинке линия талии вот так вот. Вот так. А на задней половинке относительно бокового среза, вот видите, куда она ушла? В сторону. Вот для этого мы делали вот этот запас ткани. Вот. Дальше. Точно так же мы поступаем с линией бедра. Мы тоже проводим перпендикуляр от точки пересечения линии бедра с боковым срезом. И проводим вот перпендикуляр вот так. Вот. Вот была старая линия бедра. Вот она. Видите, как у нас изменился крой передней и задней половинки? Мы это сделали. Теперь нам надо на этих линиях отложить те величины, которые мы рассчитаем по существующему принципу, по так называемому, можно назвать это формулой, можно не называть это формулой. Значит, ширина задней половинки по линии талии. Как мы ее вычислим? Полуобхват талии минус ширина передней половинки по линии талии, естественно, поскольку мы талией занимаемся, мы должны ее замерить. Берем переднюю половинку. Формулу я так оставлю, чтобы она была видна. И вот меряем, сколько у нас здесь. Вот наша середина. Вульфик мы ж не учитываем. Он же у нас обманка, и он не входит в ширину штанины. Вот наша талия. И у нас здесь 31,1 сантиметр. Это у меня. У вас это будет другая цифра, потому что у вас полуобхват талии другой. Значит, замеряем. Я себе пишу 31,1. Хорошо. Точно таким же образом мы замеряем линию бедра на передней половинке. Так, 31. Вот где-то, где свободное место есть, пишем. Вот. Для себя пометили, это бедро, а это талия. То есть показатели. И убираем переднюю половинку, чтобы она нам не мешала. Вот. И нас не смущала. И относительно этой формулы работаем. Значит, полуобхват талии минус ширина передней половинки по линии талии и плюс припуски. Припуски какие? На швы мы же делаем уже выкройку вместе со швами. И припуски на свободу облегания. Откладываем вот от этой нашей новой точки по линии талии. Мы откладываем нужный, полученный результат. Вот где у меня будет талия на задней половинке. Вот она.
четко обозначено. Вот это и есть вот талия задней половинки брюк. Высчитываем теперь ширину по бедру. В принципе, такая же система. Значит, только теперь не талия, а бедро. Мы работаем с бедром. Значит, полуобхват бедра плюс припуски и минус ширина передней половинки. А у меня ширина передней половинки здесь указана уже, я ее высчитала. Мое число получилось 33,4. Ваше получится относительно вас. Здесь у меня припуски я взяла 6 сантиметров. В них вошли припуски на швы в эти 6 сантиметров и на свободу облегания. Значит, у меня получилось 33,4. Я откладываю 33 по линии бедра задней половинки. 33,4. Вот так вот. Вот. Проводим линию. Соединяем эти точки до линии высоты сидения. Есть. Наша задача теперь эту линию соединить с этой линией, которую мы вот новую выстроили, измеряя наши шаговые швы. Вот она. Хорошо видна? Нам надо плавно здесь сойти к этому концу. Вот. Не надо сильно глубоко углублять. Это скажется на качестве брючек и на его носке. Значит, мы плавненько, хотите лекалом, хотите вот как она идет. Вот сюда глубоко заходить не надо. Вот так. Просто скругляем, чтобы была красивая линия. Вот у нас получились наши штанишки. Собственно и все. Мы получили наши брючки. Единственное, что я рекомендую, на всякий случай, когда вы будете вырезать на ткани, вы можете вот на выкройке бумажной так и оставить. Но если вы будете вырезать на ткани, оставьте здесь немножечко повыше. Вот оставьте на ткани, и когда вы примеряете, если оно лишнее, вы просто срежете. А бывает так, что вот полсантиметра хотелось бы добавить еще. Вот ткань на попке не садится так, как надо. Понимаете? Вы всегда вот этот лишний кусок можете отрезать, ориентируясь. А здесь просто сметочным стежком проложите себе линию, чтобы она вам была видна как ориентир. И на примерке вы будете ориентироваться на нее и видеть, хватает вам этой ткани или все же хочется еще чуть-чуть добавить или наоборот убрать. Бывает и так. Наши штанишки готовы, мы вырезаем их, а пояс и карманы, на передней половинке карманы, можете на задней половинке карманы здесь вот расположить, как вам там хочется. То ли он будет вот такой и скругленный низ, то ли это будет треугольный, то ли просто квадратный. Если вы хотите эти красивые карманы с манжетами, без манжетов, посмотрите, как вам красиво, чтобы он ложился. Но от бокового среза, ну, как минимум, должно быть 7 сантиметров до кармана на большом размере. Как минимум 7 сантиметров. И здесь не меньше 5. Не меньше 5 сантиметров. Это вы должны учесть. На передней половинке, как вы хотите карманы. То ли вы хотите сделать простой карман, который, ну, вот тупо вот самый простой карман вот в портняжном деле. Это вот этот карман. Вот. Все. Это этот карман. Значит, вы должны отсюда
рассчитать такое расстояние, чтобы помещалась рука хорошо. И отсюда должны отступить не менее 7 сантиметров. Не менее 7 сантиметров. А вниз от этой точки, от линии талии, выискиваете то расстояние, которое у нас же с припусками на швы, значит шов будет вот здесь, на 0,7 от края. И смотрите, где нужное расстояние. Допустим, вы замерили, и у вас получилось 17 сантиметров. Вот мои 17 сантиметров. Вот я должна к этой точке привести. Это если вы хотите такой карман. Если вы хотите карман, допустим, в рамку, который будет не вот так, а будет вот здесь у вас прямо. Вот вы рисуете этот карман. Вот его верхняя граница, 5 сантиметров от верха. Дальше откладываете нужный размер для руки. Вот мы выбрали 17 сантиметров, значит он будет вот такой, 17 сантиметров. Хотя он будет у меня, я знаю точно, что он будет 16 сантиметров. Вот. Вы его рисуете. Можете прямо здесь нарисовать предполагаемую подкладку. Если это будет прямой, ее можно делать просто квадратной и закрепить в верхнем шве по талии. Если это будет такой, то вы обязательно от среза кармана отступаете какое-то расстояние, которое позволит вам закрепить эту подкладку кармана, мешковину, чтобы она не задиралась внутрь, чтобы она не топорщила карман. И кладете вот так ручку, отступаете от кармана, от конца кармана, ну, сантиметра там 3-2, вот так, для удобства обработки этой мешковины. И плавным срезом, вот плавным срезом, вот такой плавненькой линией, чтобы у вас эта мешковина не попала в этот шов. И обводите. Обвели. Вот, у нас получился кармашек, да? Мешковина. Потом кладете лист кальки и переводите на кальку это. А еще очень хороший вариант, это берете любой, вот возьмем, скажем, ну вон по длине телефона, да, и вот на сантиметр от линии кармана, вот мы ее загнули, эту линию, вот наш карман, вот получился наш карман, да. И вы на сантиметр смотрите, как у вас ляжет ваш телефон. Ой, так у нас тут достаточно расстояния. Мы смотрим, что у нас нормально, можно даже немножко укоротить. Вот так вот. Переносите на кальку вот эту мешковину, рисуночек, рисуете. И получается, что на каждый карман вам нужно 2 таких штуки. Вот и все. Выкраиваем пояс для наших штанишек. Это будет всего лишь полоса, которая будет соответствовать ширине обхвата талии по нашему крою, сшитому уже. То есть без учета швов на припуске, потому что мы штанишки сошьем, и они уменьшатся ровно на эти расстояния. Когда вы их сшили, обмерили эту окружность, вырезали в долевом направлении, если позволяет ткань. В трикотаже можно, конечно, и в поперечном, вот, но лучше в долевом, если ткани хватает. Если не хватает, то вот, пожалуйста, вырезайте поперек, где осталась ткань. Вообще лучше в долевом направлении. Вырезаете ширину пояса. Какую же ширину пояса? Если вы выбрали резинку 4 сантиметра, значит, вам надо вырезать пояс 4 сантиметра плюс 0,5 для того, чтобы резинка была не плотно обтянута, плюс сантиметр для шва. Именно что сантиметр, не 0,7. Это делается для чего? Когда вы пришьете пояс и шов загнете на штанину, будет очень сильное уплотнение. Если вы загнете, верхний слой ткани укоротится там на 2 миллиметра. Чтобы он захватился отделочной строчкой, а не выскочил из-под нее, он должен быть шире, чем вот это. Берите 1 сантиметр. Значит, что у нас получилось? 4 плюс 0,5 и плюс 1. Это 5,5 сантиметров, правильно?
Но у нас пояс и спереди, и с изнанки. Значит, это надо умножить на 2. И у нас ширина получается 11 сантиметров. Ширина пояса 11. А длина та, которую вы замерили уже на готовой окружности. Но ширина должна быть обязательно с учетом этих расчетов. И пояс вы можете делать с вставкой посередине, прямой, без резинки. Как правило, она имеет ширину 15 сантиметров, значит 7,5 на одной штанине и 7,5 на другой штанине. Это просто ткань, в которую резинка не вставляется, а вставляются люверсы и шнурок. Выходит из этих люверсов. А можно сделать просто тупо рибану или эту ткань, пришить этот пояс, который у нас имеет ширину 11 сантиметров, но мы сложим пополам и пришьем, получится у нас 4,5 резинка внутри, просто тупо по всей окружности резинка. Это на ваш выбор. Вот. Рекомендую в такие брючки, особенно если на животе, а не под животом, рекомендую использовать упрочненную резинку, которая более плотна, чем обычная. И рекомендую непременно вставить шнурок по желанию клиента, чтобы он выходил наружу, на лицевую сторону. Или он говорит: я не люблю, чтобы шнурки было видно, мы прячем их в изнаночную сторону. Но непременно это избавит вас потом от проблем, что он скажет: ой, у меня на животе они не держатся, потому что живот такой формы очень конусообразный, он просто очень резко уходит вниз, и любые штаны, хоть вы только если клеем приклеите, они будут держаться. А если не приклеите, то при ходьбе они все равно будут сползать, потому что резинка это все-таки не цемент и не подтяжки. Вот, учитывайте, пожалуйста, эти моменты, мои хорошие. Ну вот и все, мои дорогие, мы закончили наши все чертежи, выкройки. Я за кадром это все вырежу. Вот у нас готовые передние и задние половинки, карманы мы рассмотрели, все обсудили. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете обращаться в Инстаграм, Вайбер, там будут указаны ниже по ссылке обязательно все эти адреса, координаты, где вы можете со мной связаться. Пожалуйста, не стесняйтесь. Если возникают вопросы в процессе работы, в процессе создания этой выкройки, обращайтесь, я всегда отвечу на любой вопрос, касаемый нашей работы. А затем, я надеюсь, мы сможем поделиться вашими, я своей работой, вы своей работой, и как-то посмотреть, что же у нас всех получилось по этим технологиям. Вот, закончили крой и будем приступать к изготовлению наших изделий спортивного костюма. У каждого будет свой, будет красивый, будет, наверное, какой-то уникальный. Я люблю, чтобы мои вещи не повторялись, не копировали никакие бренды, были индивидуальны, единственны на планете. Поэтому я буду творить, исходя из того, на что способна я, и украшать эти вещи, учитывая, конечно же, пожелания заказчика. Естественно. Спасибо вам огромное за терпение, за внимание. До новых встреч. Я была очень-очень рада поделиться тем, что знаю я, и жду обратной связи. До новых встреч, дорогие мои друзья.